Друзья, знаете, что это такое? Это кейс, в котором лежит супер эргономичная клавиатура. Вы сейчас видите, как она выглядит, и выглядит она мега эффектно. Так вот, вот это вот супер кастомная, это у нас Викиборд, это клавиатуры просто-напросто шикарнейшие, дорогие и классные клавиатуры, но супер эргономичные. На канале Технозон, поехали. Вскрываем сразу же, не будем долго ходить вокруг да около. Смотрите, у нас здесь есть и вот такой вот, это у нас набор с вот такой вот подставочкой под клавиатуру, вот такой подложечкой, очень классная тема. И сама вуаля. Та-дам! Клавиатурка просто шикарнейшая. Я вам сейчас, когда ее покажу, вы просто охренеете. До клавиатуры дойдем. У нас здесь в комплекте еще есть, смотрите, вот такой вот кабель Type-C. Пригодится нам очень сильно. Фирменный Викиборд. Я вам честно скажу, это ее родные кнопки, но сейчас стоят у меня пудинги, которые прозрачные. Здесь были дополнительные кнопки для кастомизации Option, Command и Page Up. Это для переделки ее в маковую клавиатуру, потому что она мультиплатформенная. И, конечно, вот такой вот универсальный тулз для того, чтобы доставать кнопки. То есть доставать кнопки можно очень-очень просто. Вы взяли клавиатурку, взяли эту штуку, вставили, оп, и кнопку достали. То есть это все делается очень просто, и все кнопки сменные. Вы сейчас у меня можете увидеть всего лишь одну раскладку. Клавиатура клавиатура светится, клавиатура прозрачная. И спросите, а что ж вообще за клавиатура? Я вам объясню. Клавиатура очень тяжелая. Она очень похожа на текстолит, да, вот эта вот штука, но смотрите, Split Ergonomic, то есть двойная эргономическая, механическая, это чистая механика на 72 кнопки RGB, которая работает через Bluetooth, через Type-C, она программируемая, она с быстрой заменой, она с 3000 мАh батареей, то есть она может работать как беспроводная. Смотрите, какой дизайн, да, у нас все открыто, все красиво. Посмотрите на эту плату шикарную, у нее резиновые ножички, и я сначала ее недооценил. Знаете, что первое бросилось в глаза? То, что нет от F1 до F12. Этого здесь и не надо. Печатаете вы очень просто. Один только звук. Чего только стоит звук? Я вам сейчас понажимаю, микрофон поднесу. Это один из самых шикарных звуков, которые я слышал. Люблю такие типы клавиатур. И F1 до F12 обычно до них приходится тянуться. Здесь полностью разработана эргономика. И F1 и F12 доступны. Я вам сразу говорю. И они доступны через... Здесь есть Function 1. Это Layer 1. У нас, вернее, Function, который позволяет использовать кнопки с Layer 1. Это значит, что у нас есть различные слои. То есть данная клавиатура разделена по слоям. То есть эти кнопки все имеют еще двойное, тройное, пятерное назначение. Layer 1 это через Function. Мы делаем какие-то дела. Например, если мы хотим работать с Bluetooth, то у нас есть 5 профилей Bluetooth. Нажимаем на Function, нажимаем 1. У нас начинает гореть постоянно 1. Вот этот вот, мы сейчас еще более детально с вами рассмотрим, как это все работает. Но у нас 5 профилей Bluetooth. Мы можем включить один, подсоединить на единичку одно устройство Bluetooth, сюда второе, сюда третье, сюда четвертое, сюда пятое. И выключаются они точно так же. Function, Skew, Vert, то есть, грубо говоря, вы так выключаете, можете даже сделать сброс клавиатуры и выключить все остальное. Это очень удобно. Также мы можем через Layer 2 использовать простые кнопки, как F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, грубо говоря, можно нажать и F11, и F12, то есть у вас есть через пробел, то есть это идет Layer 2, если вы его зажали, держите, то он не срабатывает как пробел, а срабатывает как Layer 2 кнопочка. Очень удобно, расположение 72 кнопочки классное. По RGB мы посмотрим чуть попозже, потому что по RGB здесь столько различных моментов, что вы просто обалдеете. А сейчас я вам покажу, как она конкретно работает, именно что пишет производитель, и конкретно мы с вами посмотрим варианты программирования клавиатуры. Она программируется, подключение к компьютеру и, конечно же, сколько она стоит, где ее можно вообще посмотреть. А перед этим подписываемся, нажимаем колокольчик, много сейчас еще интересного вас ждет. Я сейчас как раз беру и открываю
вот эту штучку, свой кабель. Кстати, ссылки на клавиатуру лежат в описании под видео, так как это кастомная клавиатура, она продается только на фирменном сайте продавца или на Indiegogo. Это у нас краудфандинговый сайт, и вы можете, в принципе, на краудфандинге поучаствовать в сборе и плюс заказать себе такую клавиатуру. Очень удобная тема. Я ее подключил к компу и буду уже с ней работать, скажем так. Вот у меня сейчас, видите, работает кнопочка, все хорошо. То есть, так как она печатает, мне трудно вам будет показать, как, допустим, в чем преимущество. То есть, то, что она печатает, это хорошо. Любую раскладку вы можете добавить с помощью наклеек. Вы можете заказать отдельные кнопки, кейкапы, вот эти так называемые. Они снимаются и одеваются просто-напросто идеально. То есть, сняли новые, поставили. Я поставил пудинги англоязычные. Я вообще печатаю вслепую. И у меня, например, мой Asus ROG Strix ноутбук, там вообще нет русской раскладки или украинской раскладки, там есть только немецкая раскладка, на которой я печатаю вслепую на любом языке. Ну, как-то так случилось, что я к этому очень много лет привык. Здесь у нас есть фирменный сайт продавца Wikiboard. В данном случае у нас это модель конкретно X Plus RGV. Мы можем с вами пойти в продукты. И у нас здесь огромное количество различных моментов. Это сплит неон, все написано, что продано, но это немножечко не так. Все должно быть у нас на Indiegogo. Сейчас еще посмотрим. Мы на главном сайте этих викибордов. Смотрите, у нас есть различные моменты. И у нас, смотрите, оно начинается, продажа этих всех дел через Kickstarter. У нас через 20 дней, 13 часов, 18 минут и 33 секунды. У нас есть различные темы этих клавиатур. Есть Sapphire Black, Onyx прозрачный, Neon Black. Есть у нас Sapphire прозрачный, Ruby Black, есть Neon Black, есть Sapphire Black. Короче, ребята, если вы пойдете посмотрите по ссылкам, сколько у нас различных моментов с этими клавиатурами, вы будете очень сильно удивлены. Неоновая серия. У нас вот, пожалуйста, это как раз неоновая серия. И вот она есть с различными кнопками. У меня была именно вот эта вот с такими кнопками. Вот она, Neon Green, вот такая вот штучка. Сейчас мы с вами посмотрим. Вообще, откуда родилась данная клавиатура? Дело в том, что проблема всех клавиатур, в частности у меня, когда я печатаю на своих ноутбуках, то это целая проблема, это туннельный синдром, когда у вас руки вот так вот выгнуты. Если вы когда-нибудь обращали внимание, как вы печатаете, то, честно вам скажу, через определенное количество лет у вас начинаются проблемы конкретно с запястьями. Это очень такие не очень приятные боли, очень даже сильные боли. В случае с эргономической клавиатурой, еще и механической, вы можете печатать до бесконечности, потому что ваши руки расположены прямо. То есть вот эта прямая линия, она не нарушается. И конкретно вы будете испытывать максимальный комфорт. Теперь дальше. Ну вот они показывают, как это все дело расположено. Дальше у нас тут есть экстра кнопки, которые по центру. У нас есть Backspace, Enter, Ctrl, Shift дополнительные. Тоже очень удобно. Также они отвечают на вопрос, где же F1 от F1 до F12 кнопки. Я уже вам ответил на этот вопрос. И при программировании мы с вами сейчас посмотрим. Теперь у нас есть механические свечи. Это очень-очень важный момент. Вот давайте я вам сейчас переведу. И насчет механических свечей я вам сейчас покажу. У нас тактильная обратная связь. Механические переключатели обеспечивают гораздо лучшее тактильное ощущение при нажатии. Долговечность. Ну, ни для кого не секрет, что механические свечи будут работать до просто огромного количества нажатий. Потом настраиваемость. Ну, у нас в данном случае эта клавиатура действительно настраивается. Выбор силы срабатывания. То есть фактически вы можете поменять механические свечи, они тоже достаются. Механические свечи тоже достаются, они здесь съемные и сменные. Вам не надо даже клавиатуру разбирать. То есть, ну, слуховая обратная связь, конечно, это увеличенная скорость набора текста и различные типы переключателей. То есть у нас, видите, есть механические свечи различного формата. И плюс, конечно же, абсолютная настраиваемость. Вот этот немаловажный момент очень и очень меня сильно заинтересовал, плюс еще эстетичность. Чтобы вы понимали, на ней можно играть. На ней можно играть реально. Потому что, во-первых, у нее RGB подсветочка. RGB подсветочка разных вариантов. Она тоже настраиваемая. Сейчас мы это очень-очень посмотрим близко. Есть у нас Type-C, есть у нас Bluetooth.
Bluetooth до 5 девайсов и, конечно же, подсветка. Подсветку мы смотреть, как они показывают, не будем, потому что нам это не очень интересно. Мы покажем это самостоятельно. И, конечно же, дополнительные планировки, колпачки для Mac. Сколько это все дело стоит? Есть у нас вот такая вот, смотрите, сейчас Indiegogo. Сейчас мы на Indiegogo посмотрим. И здесь мы уже можем с вами посмотреть. Максимальная версия у нас там 469. А давайте посмотрим опции. Начинается все от, смотрите, X-Wikiborg Super Early Bird. Это супер ранняя пташка. $180 американских. Это все можно предзаказать, скажем так. Набор у нас есть, вот такой вот, как у меня. Кейс плюс коврик за $210. И туда входят вот эти вот Wikiboard плюс Evo Case, плюс K-Tool, плюс мат. Ну, короче, посмотрите сами. За $350 вы можете посмотреть 2 клавиатуры, то есть со скидочкой. Также у нас за $827 вы можете купить 4 клавиатуры. Короче, как-то так. Очень интересный момент. Я ссылку закинул, посмотрите. Собрали они уже 36% до старта производства. Я верю в них, они это сделают, я с ними контактировал, это действительно очень все прикольно. Мы можем также потестировать кнопку, у нас есть специальная, кстати, у нас есть специальный tools для того, чтобы увидеть, как работает ваша клавиатура. Не только работает, а еще и программировать. А вот здесь вот начинается самое интересное. Это, кстати, F1, F2, F3, F4, видите, я нажимаю, и все у меня срабатывает. То есть у нас есть через лейеры различные покрытия. Сейчас мы понажимаем кнопки максимально. Вернемся на главную страницу и начнем уже ее программировать и посмотрим, как вообще можно это все сделать. Для того, чтобы войти в DFU режим, это режим программирования, достаточно ее выключить просто-напросто, зажать Escape и вставить кабель, который подключен к компьютеру. У нас с вами появится диск. Вот он, появился диск, в котором есть 4 файла. Вам просто нужно открыть конфиг. Мы открываем конфиг, и мы видим клавиатуру. И тут еще немаловажный момент. Вы можете ее обновлять. Здесь есть новая прошивочка, которая сейчас загружается. Немаловажный аспект. Также вы можете сбросить все настройки этой клавиатуры. Вы можете сохранить конфигурационный файл и импортировать конфигурационный файл. То есть у вас будет полностью работающая клавиатура. Как вы захотите. Вы можете здесь сделать просто-напросто любую конфигурацию. Вы можете биндить любые кнопки, вы можете их переставить любыми местами. Мы можем здесь с вами, вот, кстати, посмотреть на лейеры. Это то, о чем я говорил. Вот у нас нулевой лейер, это значит, вы печатаете на своей клавиатуре. Если вы нажимаете первый лейер через кнопку Function, вот у нас первый, второй лейер, третий лейер. Если вы нажимаете на первый лейер через кнопку Function, у вас доступны 5 девайсов по Bluetooth. У вас есть переключение RGB режимов. У вас есть переключение, допустим, яркость плюс, яркость минус и переключение эффектов. На секундочку. Также у нас есть sleep режим и есть у нас регулировка громкости вверх-вниз и регулировка, конечно же, назад-вперед. То есть вы здесь можете переключать USB и переключать Bluetooth. И плюс вход в DFU режим. Тот самый можно тоже через Function сделать. Второй лейер — это у нас все кнопки от F1 до F12. Третий лейер у нас здесь управление мышкой. Да, здесь можно даже управлять мышкой. Есть mouse right, mouse down, mouse left. И есть даже кнопки, и scroll lock, и пауза, и page down, page up. То есть все это делается через 3 лейера. И делается очень просто. Если вы привыкаете пользоваться этой клавиатурой, вы просто перестаете вообще какими-то моментами замечать другие клавиатуры. Плюс у нас есть макросы. Чтобы вы понимали, вы можете делать макросы для различных приложений, для различных даже игр. На самом-то деле можно заделать макрос. Вот, пожалуйста, мы нажимаем «Добавить макрос» и начинаем добавлять шаги. У нас будет, допустим, Left Alt, плюс шаг будет, допустим, Layer F4. То есть закрытие приложения. Это у нас будет макрос на какой-то момент, на какую-то кнопку. И мы можем там их добавлять, удалять сколько нам угодно. Мы можем создавать огромное количество комбинаций, вариантов работы с этой клавиатурой. Очень классная тема. К тому же вы здесь можете распечатать раскладку для того, чтобы помнить, если вы чего-то там наклацали.
То есть это будет тоже работать отлично. И, конечно же, давайте это все сбросим. И, конечно же, импортировать другие конфигурационные файлы и создавать свои. Сохранять их. Вот для каждой клавиатуры у нас здесь есть. У нас здесь конкретно X плюс Ergo. Можем работать с этим самым, с раскладкой. Все супер, все суперово. А теперь нам остается с вами еще посмотреть, как работают у нас... Ну, здесь разбираться. Есть детальные видеоинструкции на сайте. Я здесь не собираюсь делать какие-то инструкции. Нет, я показываю возможности этой клавиатуры. Уже что делать с ней, как делать, вы уже там сами для себя определите. Потому что есть и детальная инструкция вот с различными комбинациями кнопок. Есть у нас туториалы, при этом с видеотуториалами. Все остальное уже мы сейчас с вами разберем. Нам остается с вами посмотреть только RGB. Ну, конечно же, попечатать. А ну, подождите, давайте вот онлайн-тест клавиатур. Сейчас мы вобьем. Онлайн-тест клавиатуры. Выйдем из DFU режима, подключим клавиатуру. Вообще 3300 мА хватит для огромного количества времени. Серьезно вам говорю. И вот, пожалуйста, у нас есть кнопочки, есть клавиатурка. Она полностью рабочая. Мягкие такие нажатия. Я вам передать не могу. Настолько мне вот это дело нравится. И она, эта клавиатура, покрывается своими 75 там, или 72 кнопками. Покрывает абсолютно все кнопки любых расширенных клавиатур через макросы, через лейеры и является эргономической. Вот шрифты у нас работают. Теперь что у нас там еще? Виндовая клавиатурка. Вот эти штуки. Так, от F1 до F12. Через Layer 3 у нас здесь пейджапы. И, кстати, мышкой мы можем управлять. Видите, я через Layer 3 управляю мышкой. Вот я сейчас через Layer 3 просто управляю конкретно мышей. Ой, принтскрин нажал. Ну, то есть у нас нет нампада, само собой, и нет правого опшенса. Ну, это уже такое... вот, кстати, у нас есть еще тут Enter, еще один, дублирующие кнопки и Escape я не нажал. То есть это полностью рабочая клавиатура. Давайте RGB. А теперь мы добрались до RGB. Для того, чтобы переключать режимы, я вам сейчас покажу, здесь просто такие режимы есть, закачаться можно. Есть стандартные пресеты, которые у нас просто переливаются, и вы никак на них не влияете, само собой, они просто есть у вас. То есть это действительно красиво. Но есть и такие режимы, это у нас замедление, это у нас ускорение, а это у нас переключение еще каких-то там эффектов. Давайте... Сейчас мы с вами эти все переливания, это статический. Кстати, все циферки у нас цветные. Вот это начинаются мои любимые. Одни из моих любимых, при этом это самый простой интерактивный режим клавиатуры, потому что можно включить вот такой вот, где у нас она полностью красная, а при нажатии на кнопки вы видите, допустим, в полной темноте, вы видите, какие кнопки вы нажимаете. Это просто топ. Смотрите, реально, согласитесь, классная тема. Можно вот такой вот режим, там, где он более широкий, интерактивный, вы печатаете, плюс вот такой вот более интерактивный, вот этот вот неплохо, да, такой канал. Чего, тебе не нравится? Не нравится, одна большая. Вот так вот. Тебе, вот это просто твое предпочтение. Есть с более длительным затуханием. А вот есть вот так вот. Да, так веселее. То есть у нас есть различные... Воу. Вообще такой салют. Чисто красный. Да. Ой, это просто красное. Это просто у нас вот такой вот стандартный. Такая RGB клавиатурочка прикольная. Вот здесь она просто моргает. При этом мы можем опять же регулировать с вами скорость этого моргания. Тоже симпатично. Можем ускорить. Вау. Смотри, какой эффект прикольный. Вау. Цвет можно оставить? Там, да, там переключение есть эффектов. Ну вот, смотри, видишь?
я переключаю различные цвета. То есть ты можешь переключать. Все комбинации кнопок расписаны в самой инструкции. То есть эти все эффекты, они переключаемые. Так, теперь поехали по конфигурациям кнопок. Function плюс Caps. Это вот, кстати, можно выключить и включить. У нас вот это у нас Caps Lock показывает состояние, допустим, включенного Caps Lock. И Escape у нас всегда подсвечивается. Это включить и выключить. А Function плюс Right Shift это у нас включение-выключение USB. В принципе. Function плюс Right Control, это вот этот вот, Right Shift и Right Control, это включение-выключение Bluetooth. То есть мы можем включать и выключать его. А Bluetooth, ну давайте я выключу. Bluetooth, вот мы тапнули, у нас включаются различные 5 пресетов. Он просто находится в Bluetooth. И выключить, допустим, эти самые пресеты вы можете различными вариантами. То есть ну, там, через Ctrl-T, это выключить 5, через Ctrl-L 4, через Ctrl-E 3 и так далее. Теперь Function плюс Backspace это вход в режим DFU как диск для настройки. Function плюс Left Shift это у нас сброс RGB подсветки. Function плюс... вот это вот, знаете, что у нас Function это удаление девайсов. То есть здесь вы запрограммировали девайс, здесь вы удалили девайс. То есть после программирования. Да, вот все вспомнил, что я чуть перепутал. Теперь Function плюс S и D это у нас Function плюс S это у нас яркость плюс. Function плюс X это яркость минус, то есть вы можете и яркость регулировать клавиатуры, очень удобная тема на самом-то деле. Ну и само собой эффекты, как я уже говорил, там у нас это скорость эффектов меняется, Function C и Function Z. Теперь у нас Function плюс Right Shift Play, у нас, видите, Function плюс вверх у нас громкость регулируется вверх-вниз. Таким образом. И у нас там уже дальше очень много различных вариантов, которые, честно говоря, не очень относятся к самой клавиатуре, к самому функционалу, вот именно визуальному. Вы там уже дальше все остальное в инструкции должны почитать. То есть, смотрите, то есть это все меняется, и эффекты, и подсветки. То есть вот таким вот, ой, смотрите, вот, слушай, вот с таким цветом, не красным, да, намного интереснее печатать. Прикольно, ну, дай посмотрю, как в камеру выглядит, вообще шикарно. Ну что ж, давайте я пройду, наверное, и прорезюмирую данную клавиатуру. Вот так вот. Красиво, да. Вы знаете, для меня это не первый опыт кастомных клавиатур, еще эргономических. Но настолько классной реализации, честно говоря, не встречал давно. Ну, цена, правда, тоже такая интересная. Но вы должны понимать, что механические клавиатуры никогда не стоили дешево. А если вы хотите действительно интересную вещь, еще и, допустим, беспроводную и проводную, и с различными вариантами программирования RGB, с различными вариантами программирования лейеров, раскладок и всего остального, то, честно вам скажу, мне Викиборд очень сильно понравился. И вам, в принципе, рекомендую. Рассматриваем. Ну а так вообще напишите в комментах, кто что рассматривал, кто какие клавиатуры использует. И действительно понравилась ли вам эта клавиатура. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.